Приветствую всех на канале Пчеловодство и природа. Докупил немного ульев себе, немного расширяю пасеку. И, как у всех пчеловодов, возникает вопрос и проблема, чем их красить. До сих пор красил краской обычной PF115, но не очень она меня устраивает, так как она ненадолго ее хватает. Каждый год приходится подкрашивать, облазит и так далее. Значит, в магазине мне продавец посоветовал, я хотел вообще-то купить Pinatex, но Pinatex тоже меня не очень устраивает. По долговечности да, по защите древесины да, но она очень вонючая такая. И поэтому не очень меня устраивало. И продавец мне подсказал купить акриловую краску. Акриловая краска чем отличается? Значит, я вот уже покрасил, поэтому я ее могу немножко характеризовать. Там есть разные производители, я не рекомендую какого-то одного. Я думаю, что состав приблизительно одинаковый у всех производителей. Единственное, что именно акриловая. Чем отличается? Очень быстро сохнет. Краска на водной основе. Можно красить в помещении, то есть она практически не воняет, с ней легко работать. Когда начинаешь красить, такое ощущение, что красишь водой. Но потом все-таки понимаешь, что это краска, что там что-то остается. Значит, дальше. Из еще преимуществ. Там написано, значит, что она защищает древесину там, от ультрафиолетовых лучей. Также и по отзывам, я пересмотрел все-таки видео, почитал об этой краске, то она достаточно надежная. Пишут, что где-то лет на 7 ее должно хватить. Не подкрашивая, то есть лет 7 она должна быть. Вот, что еще? По цветам. Цвета, конечно, цвета пчеловодов и цвета пчел для пчел. Основные это то, что мы знаем: синий, белый и желтый. Там таких цветов нет. Там немножко другие. Вот они и выглядят. Вот вроде этот желтый и тот желтый. Но этот чуть-чуть красноватый, а тот тоже непонятно какой желтый. Вот. Значит, вот этот цвет называется груша, а тот цвет называется орегон. Это груша, тот орегон. Но это у этого производителя. У других производителей могут быть и названия другие. Вот это синий цвет. Синий вот мне больше всего нравится. Этот цвет называется фиалка. Такие цвета, значит, у этой краски. А вот так выглядит белый цвет у этой краски. Тут окрашена уже в 2 слоя. Значит, сохнет она очень быстро. Практически через час уже можно наносить следующий слой. Значит, баночка вот так вот выглядит. Вот на ней пишут, что 7 лет без проблем. Различные цвета тут есть. Что еще? Значит, вот помыл я щеточку в воде, в обычной воде после него. Вот 15-20 минут она уже сухая и готовая к работе. Это тоже немаловажно, потому что щетки иногда тоже бывают дорогие, и это хорошо, что ее можно сразу восстановить. Вот все, что я хотел рассказать об этой краске, о том, чем можно красить. Я думаю, вот сейчас я думаю, что я выбрал все-таки хороший вариант, но у меня все-таки вопрос. Это я первый раз такой краской крашу. Если у кого-то есть опыт использования именно акриловой краски, хотя бы несколько лет, как она себя ведет. Хорошо, вот если у кого-то вот 7 лет, то, что пишут на баночке производители. Все, на этом все. Пишите комментарии. Пока.